Даниэль Ромеро, миллиардер и основатель международного холдинга, был человеком, которому завидовали, умный, расчетливый, непоколебимый. Но за этой броней скрывался человек, уставший от предательства и одиночества. После взрыва на его яхте он очнулся в палате частной клиники. Врачи считали, что он в коме, но он был в сознании и решил не выдавать этого. Даниэль подозревал, что кто-то из его окружения хотел его смерти. Он притворился без сознания, чтобы увидеть, кто останется, а кто предаст. Первые дни мимо его постели проходили партнеры, друзья, даже родственники. Почти никто не сказал ни слова, только холодные взгляды и шепоты. Если он не очнется, мы перепишем совет директоров. А потом в палате появилась новая медсестра, Клара. Молодая, с добрым взглядом и тихим голосом. Она не льстила и не спрашивала о его миллионах. Просто заботилась. «Доброе утро, мистер Ромеро. Сегодня снова дождь, но это не повод грустить», — сказала она, меняя капельницу. Она говорила с ним как с живым. Читала ему книги, рассказывала о мечте выучиться на врача. Иногда просто сидела рядом в тишине. Даниэль слушал и впервые за много лет ощущал не жалость, а тепло. Однажды вечером Клара вошла на позднее дежурство. Палата утонула в мягком свете лампы. «Знаете», — прошептала она, — «я ведь понимаю, что вы не слышите. Но с вами спокойно. Вы не просто имя в газетах. Мне кажется, вы другой, живой». Ее слова пронзили его сильнее, чем боль. Он почувствовал, как по щеке скатилась слеза, первая за много лет. На следующий день он слышал, как один из совладельцев цинично сказал врачу: «Если он не проснется, компанию возглавлю я». Но Даниэль уже не думал о предателях. Он ждал Клару. И вот снова ночь. Она вошла, усталая, но прекрасная, с распущенными волосами. Села рядом и прошептала: «Сегодня сказали, что вы можете не очнуться. И я. Не знаю почему, но мне больно. Я ведь никто, просто медсестра. Но вы дали мне смысл». Даниэль не выдержал. Его рука едва заметно дрогнула. Монитор запищал, пульс участился. Вбежал врач. Он выходит из состояния. Клара испугалась, отступила. Но он слышал все. И уже знал, пора проснуться. Через 2 дня он открыл глаза. Первое, что сказал: «Найдите медсестру Клару». Когда она вошла, он улыбнулся. «Я все слышал. Каждое слово». «Простите», — прошептала она. «Я не должна была». «Наоборот, должна. Ты разбудила меня не голосом врача, а своим сердцем». Он взял ее за руку. «Ты показала мне, что мир не куплен, что еще есть чистые люди. Я хочу, чтобы ты осталась. Не как медсестра, как человек, которого я хочу любить». Клара растерянно улыбнулась, глаза блестели. «Но я ведь никто. А я тот, кто впервые за годы хочет быть просто кем-то для тебя». Прошло несколько недель. Даниэль быстро шел на поправку. Клара оставалась рядом, теперь не как сотрудница, а как женщина, ради которой он захотел жить. Когда его выписали, он пригласил ее в загородный дом у озера. Без роскоши, без камер. Только камин, свечи и чай, который она любила. Он опустился на одно колено. «Я не прошу ответа сейчас. Просто знай, я проснулся ради тебя». Она заплакала, улыбаясь. «Да», — прошептала Клара, — «навсегда». Так миллиардер, который боялся людей, проснулся не от боли, а от любви. От простых слов, сказанных женщиной, которая просто поверила, что он жив.